Присаживайтесь сюда и рассказывайте, что вас беспокоит. Ой. Ну, у меня одна лопатка выше, другая ниже. А вот одно плечо уже, другое длиннее. И зачастую от боли вот здесь, вот, в этом отделе. В грудном отделе? Да. А когда эти боли возникают? Когда период сердца, например, я очень часто папку вот так вот подолгу держу, и вот и начинает вот здесь вот болеть. Ну, когда напрягу, получается, здесь. То есть вы когда рычаги верхней конечности используете, я так называю это, да, ну, руки, да? То тогда у вас возникает дискомфорт. Да. Или когда, например, посуду, да, Посуду. Ну, то есть когда вы руками что-то делаете? Да, в большей степени. Хорошо. А ночью, когда спите, болит? Не болит? Нет. Утром, когда встаете, не болит? Когда долго ходите? Бывает. Когда долго ходите, когда бывает? Сумку ношу здесь. Сумку. Бывает. То есть он все время про руки, да, говорит? Ну, это как бы для меня такая, ну, что? Кстати, да, может быть, да. Ну, то есть я во время, пытаюсь понять, все-таки откуда приходит на эту зону, да, потому что... Хорошо, у вас с прикусом, вы правильный, неправильный прикус? Нет? Неправильно. Покажите мне сейчас. Тут перекрестный прикус, да? Ну, не перекрестный, но тут какой-то... Все, можно. И да, одна челюсть в отражении получается. Отражение почему-то видно, что оно как бы съехало. Ну, потому что она несимметрично расположена. У него есть нарушение прикуса. К ортодонтам-то не обращались? Обращался. Ну, Что говорят? мне надо 2 зуба вставить. И, видимо, брекеты там. Ну, тут, смотрите, тут можно поискать причину этого состояния. На самом деле, если это есть, то это почему-то. Можно пойти к ортодонтам и, в принципе, получить хорошее ортодонтическое лечение, и это будет хорошо. Но будет лучше, если мы найдем причину этого положения нижней челюсти, уберем ее и потом пойдем к ортодонту. Согласны, что тогда будет меньше возврата, потому что 40% примерно ортодонтического лечения, оно как бы обратно потом возвращается. Именно потому, что челюсть куда-то уезжает зачем-то, и нам надо вот это выяснить. Хорошо, какие у вас были травмы? Давайте про травмы поговорим, начиная с самого Сломал детства. локоть 6 лет и сотрясение мозга 14. Это был удар или что? Удар. С какой стороны? Вот сюда, прям где-то, может, в ухо или в висок, как-то вот так. Хорошо. Окей, еще что-то было из травм? Все. Ну, только растяжение бывало этих ног. Очень часто пациенты, некоторые травмы не считают за травму, особенно мужчины, они говорят, да ладно, там что, подумаешь, на автомобиле перевернулся, там ерунда. Я поэтому спрашиваю так, немножко прицельнее. Ну, да. Хорошо, операции какие-то? Операций нет. Не было. Операций никаких не было. Ожоги, обморожения? Ну, ожоги были, конечно, на руках, например. Почему, конечно? Не, на А руках. где было на руках ожог? Да я не знаю, там, может, масло там чуть-чуть капнуло. Ну, то есть так, чтобы вот вы запомнили, нет такого, Прямой от солнца только. Ну от солнца. От солнца. Ну, от солнца, ладно. Ну вот, дайте я посмотрю. Это вот что тут за рубчик? Это тоже шрам. Я как-то случайно руку задел, и получается, вот. Потом даже не заметил, как. Потом увидел кровь, и все. Ладно. Ну нормально, это нормально, как бы отношение к травме здоровое. Хорошо. Давайте теперь тогда мы перейдем к тестированию. Я начну тестировать стоя, вы встаньте. Так, наверное, чтобы камере было видно, вы ко мне лицом повернитесь, да? Вот так, наверное. Так, я сейчас буду тестировать мышцы ваших рук, верхней конечности. Значит, смотрите, я буду давить вниз, вы будете удерживать это в этом положении. Держим. Хорошо, опускаем. Держим. Я проверяю миотатический рефлекс. То есть в норме наша мышца, когда мы ее растягиваем, она в ответ усиливается для того, чтобы защитить. Например, если я подворачиваю ногу, чтобы не подвернуть, или я еду, если в автобусе, меня дернет, я должен как бы удержать позицию, поэтому мышца так реагирует. В принципе, это нормально, да, и вот у него это держим. Видно, да, вот как пружинка. То есть я давлю и в ответ получаю усиление. Это автоматически происходит, это нормально. Когда мы смотрим на полоски, у нас должен возникнуть тормозящий эффект. То есть как бы снизу, вернее сверху должен пойти тормозящий эффект, и как бы мышца должна стать слабее. Держим. Держим. Не поддаемся, держим. Да, слабее. Нормально. Крестик. Держим.
но крестик сильный. То есть у него хорошая вот эта мышца, с ней все хорошо, и мы можем ее использовать для тестирования. Он занимается там. Он молодец, держим. Смотрим на полоски. Не всегда просто это зависит от того, что занимается он или нет. Занимаешься. Что, я знаю, Сейчас мы об этом поговорим. Мы сейчас найдем сначала. Давайте я буду давить вот на вас, вы на меня. Держим. Ну так, да? Да, все правильно. Держим. Тут тоже вроде бы все хорошо. Я проверяю флексоры и экстензоры. Просто сгибатели, разгибатели чуть меньше. Расслабить лоб. Нет. Держим. Держим. А тут у нас гипертонус. Держим. Да, у него экстензоры, мы уже замечаем, что они ведут себя немножко по-другому. Посмотрим на крестик. Держим. Да, они гипертоничные. Теперь я хочу посмотреть нижние конечности. Присаживайтесь. То есть я понял, что наверху здесь нормально, а сзади что-то не очень. Ну, как бы я пока такими крупными мазками для себя понимаю. Руки в стороны. Ножку приподнять. Вот так. И удерживать. Я буду вот эту мышцу тестировать. Держим. Гипотония. Держим. Гипотония. На полоски смотрим. Держим. Гипотония. Держим. Гипотония. Это не переключение. То есть у него есть сверху, сзади у него какая-то дисфункция. И мы смотрим спереди, снизу. Есть там такой определенный паттерн, который подходит под это. Сейчас мы посмотрим сидя. Держим. На полоски смотрим. Держим. То есть я знаю, что это, да, я знаю, что это не проблема, связанная с корешком, потому что мышца то включается, то выключается. То есть это ее функциональное состояние. И это значит, что это обратимое состояние, это значит, что я могу с этим что-то сделать. Вот это очень важный момент. Фокус. Если я проглаживаю эту мышцу, поднимаю, держу, и она включилась, да, вот такой фокус. Я знаю, что там повреждены механорецепторы функционально как бы. То есть там есть два типа рецепторов, одни сумчато-ядерные, другие цепочные. Одни реагируют на растяжение, другие на сжатие. И они должны друг друга уравновешивать, тогда мышца работает нормально. В этом случае какой-то из рецепторов сигналит выше. Я постучу по этой мышце, держу. Я сейчас буду определять, какой рецептор. Слабость. То есть этот рецептор не помогает, я возьму другой, просто проглажу, держу, помогает. Все, я знаю, что этот цепочечно-ядерный рецептор поврежден в этой мышце. И в принципе я от этой мышцы могу пойти к источнику этой дисфункции. Вопрос, связана она ли с этим или нет, это я потом уже определю, но по большому счету я понимаю, что это вход. Да? То есть я вошел в тело через вот эту мышцу и буду его раскручивать. Хорошо, значит, как я могу это сделать? Я знаю, что тут цепочки, я постучу, сделаю ДТР, поднимаем, держим. Мышца включилась. Я знаю, что она первичная. Я знаю, что к ней будет какая-то вторая мышца в связке. Возможно, это вот это. Держим. Да, это две мышцы, которые выключены, потому что они синергисты. Значит, как я могу сейчас поискать уровень, откуда запускается это? То есть я его сейчас нагружу, я пролечу здесь этот нижний уровень дисфункции. Я здесь буду стучать, здесь гладить. Это очень выглядит странно. И на время я полечил. Поднимаем ногу, держим. И у нее хороший тонус. Теперь голову влево-вправо. Мы делаем какие-то провокации. Смотрим один регион, остановиться. Поднимаем ногу. И мышца стала опять слабой. То есть мы отсюда сразу переходим на регион головы. Мы понимаем, что что-то на голове запускает здесь. Если он даже жалуется здесь, он говорит, у меня тут болит нога, там, колено, я не могу ходить, у меня еще что-то. Мы говорим, здорово, но мы будем лечить здесь. Да, понятно? Логика понятна? Да. Так, теперь что на голове? В принципе, я могу сейчас очень быстро найти, что на голове. Да, держим. Я вижу прикус, опускаем. Я вижу, что челюсть смещается сюда. Как будто бы, если бы здесь была какая-то высокосигнальная лампочка,
и челюсть пытается от нее сбежать. Понимаете, да? И тогда я предполагаю, что здесь что-то есть, от чего челюсть пытается уйти. Мы возьмем, поднимем ногу, держим. Слабость, еще раз. Слабость. И я прижимаю эту зону. Вот так, чтобы было более чисто. На 5 секунд выключается рецептор болевой там. Поднимаем. Держим. Держим. И меняется ситуация. Хорошо. Слюну проглотите. Язык не двигайте после проглатывания. Кончик. Да. Кончик языка где? На нижних зубах, на нижнем небе. Вот зубы, да, и здесь там. А должен быть на верхнем небе. То есть это вот причина его вот этого. Хорошо. Рот закрыт должен быть наверное. Когда рот закрыт, когда мы проглатываем слюну, после проглатывания слюны кончик языка должен упереться в верхнее небо. Он не должен касаться зубов. Если он находится в нижнем положении, вот у него в нижнем положении, он, то есть 2500 раз мы когда глотаем за день, он все время толкает. Он должен толкать верхнее небо и тем самым позволять верхней челюсти расти. А если он толкает нижнюю челюсть, если он толкает еще и не так, а вот так, он может ее сталкивать сюда, в том числе. Ну, как один из вариантов. Я сейчас здесь прижму, слюну проглотите и кончик языка. Там же На верхних. он стал выше. Хотя я ничего не сделал, да? Чувствуете? Поменялся он. Не помню. Странно, да? Интересно. Хорошо. Теперь я знаю, что там есть какая-то зона, которая вот для его нервной системы значима. Значима настолько, что к ней адаптируется все тело. Я буду понимать теперь, что там за рецептор. Да? У меня есть мышца, держу, слабая, ассоциирована с этой зоной. Я буду с этой зоной работать. Дам сюда стимул. Такой. Поднимаю, держу. Помогает. Хорошо. Дам сюда стимул такой. Поднимаю. Держу. Держу. Я знаю, что у него там рецептор грубого прикосновения когда-то был активизирован, и он до сих пор звенит, условно говоря. И я сейчас вот его вывел из этого состояния, то есть я вот в этом рецепторе снизил сигнал. То есть я его постимулировал, сделал глубокий суженный рефлекс, на время это помогает снизить сигнал, слюну проглотите. Я сейчас посмотрю, что поменяется. Я его еще не лечил. Ну, наверху. Наверху. Та-дам. Важно, чтобы у него включились мышцы. И если у него включились мышцы, я знаю, что его нервная система стала работать более правильно. И я знаю, что с какой-то вероятностью я ему помог, может быть, и с этой проблемой. Не всегда можно привязать сразу проблему к этому. Ну, то есть мы идем от мышцы. Как-то она связана. Мы сейчас проверим эту зону отдельно. Я сейчас еще кое-что проверю. Здесь вот так вот сделаю. Немножко вверх. Держим. Но однозначно мышцы поменялись. Голову сюда, прямо. Поднимаю, держу. Держу. Хорошо. Ручку вперед. Держим. Возьмите полоски. Нормотонично. Крестик. Прекрасно. Полоски. Я сейчас трицепс проверю еще. Я на вас, вы на меня. Еще раз. Нормально. Еще раз. Тут иногда пациенты говорят, что вы сильнее давите. Ну, потому что мне сложнее сопротивляться. Я думаю, что потому что пациент сильнее, доктор сильнее давит. Хорошо. Встаем. По поводу нижней челюсти, тут можно сказать, что вот смотрите, если ортодонт будет лечить, это очень интересно, кстати. Ортодонт будет тащить нижнюю челюсть сюда, да? Согласны? Ну, как бы, это же логично. Выпрямление, да. Позиционировать туда. Язык находится внизу, толкать будет челюсть туда. И как бы ортодонт будет бороться с нервной системой пациента, с его языком. Кто, как вы думаете, победит? Да, нервная система победит. Если она не сможет победить здесь, она победит здесь. Она скажет, я все равно буду отдергиваться. Если я не могу отдергиваться нижней челюстью, я буду отдергиваться шеей, всей головой.
Если мы здесь как-то зафиксируем, тело скажет, я тогда буду дергиваться всем телом. Да, и у него что-то где-то начнет лететь, заболит где-то там. Не исключено, что у него грудной отдел в том числе по этому поводу болит. Да, хорошо, что-то поменялось? Ну, как будто проще, ровнее стоять. Стало легче, как будто, да. Этот центр вот так появился. Ну, то есть пациент говорит, что что-то поменялось, да. Ага. Снова слюну глотаем. Конечно, здесь без ортодонтического лечения никак не обойтись. То есть здесь нужно идти к ортодонтам и просить их все-таки. Ну, это да. Но после того, как мы здесь поработали, это будет сделать легче. Ну и не будет вот этой борьбы ортодонта с нервной системой пациента. Нервная система будет с ним сотрудничать, и она скажет: о, туда поехали. Ну как бы и все, и будет хорошо.